Фармакологическое действие. Нейротропные витамины группы В, входящие в состав мельгамы, оказывают благоприятное воздействие на воспалительные и дегенеративные заболевания нервов и двигательного аппарата, способствуют усилению кровотока и улучшают работу нервной системы. Пиридоксин, входящий в состав препарата, участвует в метаболизме протеина и частично в метаболизме углеводов и жиров. Физиологической функцией обоих витаминов является потенцирование действий друг друга, проявляющиеся в положительном влиянии на нервную, нервно-мышечную и сердечно-сосудистую систему. При дефиците витамина В6 широко распространенные состояния дефицита быстро купируются после введения этих витаминов. Показания. В качестве патогенического и симптоматического средства в составе комплексной терапии заболеваний и синдромов нервной системы различного происхождения: невралгия, неврит, парез лицевого нерва, ретробульбарный неврит, ганглиониты, включая поясывающий лишай, плексопатия, нейропатия, полинейропатия, диабетическая, алкогольная и другие, ночные мышечные судороги, особенно у лиц старших возрастных групп, неврологические проявления остеохондроза позвоночника, радикулопатия, люмбоишиалгия, мышечно-тонические синдромы. Способ применения и дозы. Инъекции выполняют глубоко внутримышечно. В случаях выраженного болевого синдрома для быстрого достижения высокого уровня препарата в крови лечение целесообразно начинать с 2 мл ежедневно в течение 5-10 дней. В дальнейшем, после стихания болевого синдрома и при легких формах заболевания, переходят либо на терапию лекарственной формой для приема внутрь, например, препарат мельгама композитом, либо на более редкие инъекции 2-3 раза в неделю в течение 2-3 недель с возможным продолжением терапии лекарственной формой для приема внутрь. Рекомендуется еженедельный контроль терапии со стороны врача. Переход на терапию лекарственной формой для приема внутрь рекомендуется осуществлять в наиболее возможный короткий срок. Противопоказания. Период беременности и грудного вскармливания. Детский возраст. Декомпенсированная сердечная недостаточность. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Особые указания. При случайном внутривенном введении больной должен наблюдаться доктором или должен быть госпитализирован в зависимости от тяжести симптомов. Побочные действия. Со стороны иммунной системы. Редки. Аллергические реакции. Кожная сыпь. Затрудненное дыхание. Анафилактический шок. Отек квинки. Со стороны нервной системы. В отдельных случаях головокружение, спутанность сознания. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Очень редкие. Тахикардия. В отдельных случаях бракардия, аритмия. Со стороны желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях рвота. Со стороны кожи и подкожных тканей. Очень редкие. Повышенное потоотделение, акне, зуд, крапивница. Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани. В отдельных случаях судороги. Общие расстройства и нарушения в месте введения. В отдельных случаях может возникнуть раздражение в месте введения препарата. Системные реакции возможны при быстром введении или при передозировке. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Лекарственное взаимодействие. Тиамин полностью распадается в растворах, содержащих сульфиты, и как следствие продукты распада тиамина инактивируют действие других витаминов. Тиамин несовместим с окисляющими и восстанавливающими соединениями, в том числе йодидами, карбонатами, ацетатами, таниновой кислотой, аммония-железоцитратом, фенобарбиталом, рибофлавином, бензилпенициллином, декстрозой, дисульфатами и другими. Медь ускоряет разрушение тиамина. Терапевтические дозы пиридоксина ослабляют эффект леводопы. Редуцируется антипаркинсоническое действие леводопы при одновременном приеме. Также наблюдается взаимодействие с циклосерином, пеницилламином, изониазидом. При парентеральном применении лидокаина в случае дополнительного использования норопинефрина и эпинефрина возможно усиление побочного действия на сердце. Также наблюдается взаимодействие с сульфанамидами. Цианокобаламин
несовместим с солями тяжелых металлов. Рибофлавин также оказывает деструктивное действие, особенно при одновременном воздействии света. Никотинамид ускоряет фотолиз, в то время как антиоксиданты оказывают ингибирующее действие. Передозировка. Лечение передозировки заключается в отмене препарата и симптоматической терапии. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 градусов. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности.